общий расклад Таро, его планы на вас и на что решится в ближайшее время. Приветствую всех, друзья, с вами Алехандро. Давайте проведем гадание на картах Таро онлайн, на отношения, на любовь, на мужчину, может быть на женщину. Смотрите, с разных сторон можно посмотреть. Настраивайтесь на свою ситуацию в отношениях, на свой поток, на свою интуицию. Помните, что это общий расклад Таро. Ну и начнем. Давайте первый вопрос посмотрим, как карты видят вашу ситуацию. Ну, здесь расчлененка прям идет. То есть все летит, как говорится, в тартарары, да, то есть либо вас хотят дезинтегрировать, разъединить в этих отношениях, либо вы хотите, ну тут уже смотрите по своей ситуации. Короче, карта говорит о том, что все разрывается, все сыпется, да, все разлетается на разные куски. Причем здесь много ножей, много рук, ног, да, то есть много участников. По сути, может быть много врагов, может быть много друзей, да, вот тут уже иногда не поймешь, да, где друзья, а где враги, или кто друг, кто враг, тоже так вот почему-то у меня идет. У меня почему-то какой-то есть из этого потока сумбур. Ну, посмотрим. Здесь может быть вообще в этом хаосе расчлененок что угодно, да, то есть не пойми, кто друг, кто враг. И кто просто так, а кто не просто так. Да? Давайте посмотрим. Первое. Как ваш загаданный человек, ваш партнер видит вас как личность. Вот кто вы, извините, кто вы для него как личность. Как раз и заглянем в дом Овна. Ну вот, сегодня я специально и взял подсказки такие, да. Как раз по 12 домам вас и посмотрим. Как вы как личность, да? Либо вы для него очень перспективный человек, смотрите. Либо человек, который подает надежды, и он к вам, вот у меня почему-то эта тройка пентаклей все-таки больше. Эта карта, ну, она как бы идет как тройка пентаклей, ну... Вообще растение, можно сказать, и овощ, да? Да нет. Здесь, смотрите, вы человек, которому у вашего партнера все время постоянно что-то растет. Растет. Растут чувства, растут желания какие-то, вот так вот там. То есть, неважно, сколько вокруг вас находится человек, людей, да, или какое у вас окружение, вы пытаетесь быть, ну, как бы более заметным. То есть, смотрите, как к вам относятся как к личности. Вы человек, которого она замечает в толпе, в окружении, да, вот так вот. И к которому растут чувства. Именно, видите, из сердца произрастает разные какие-то аспекты масок, да, то есть по сути он вас видит постоянно в новом и в новом проявлении каком-то, да, вот постоянно видит с лучшей стороны, да, то есть открывает для себя все более и более, ну, новые какие-то моменты, аспекты. Давайте посмотрим, в чем видит ваши потенциалы именно, да, вот в чем он видит вашу силу, именно силу. Таурус обычно у нас по силе идет, и он больше на дом руны Ур и Феху, ну, то есть как бы физический потенциал, давайте так скажем, да, сила, потенциал. Или как видит вашу перспективу, да, допустим, тоже можно посмотреть и так, да. Ну, пока побаивается даже вашей потенциала. Смотрите, здесь одичавший малец. Кстати, загадывайте желание 12 часов. Он почему-то чувствует в вас некую неконтролируемую силу. Он не знает, что от вас ожидать. Вот интересно в чем. То есть
да, он видит вас по-разному, он удивляется вам, и действительно он не знает, чего от вас еще можно ожидать. То есть расценивает вас как человека непредсказуемого, и я вам так скажу, он еще может вас видит-то он вас по-разному хорошо, но не считает человеком из собственного круга. То есть своим он вас не считает. Или она вас не считает, да, смотрите, мужчины. И считает, что вас еще, во-первых, надо приручать, нужно время, да, чтобы вы стали как бы что-то понимали, во что-то вникли, да, подросли как бы, да. Но с другой стороны, в чем он видит все-таки вашу силу? Но вы человек отчаянный и решительный. Наверное, он так вот, ну, подозревает ваше отчаяние или решительность в отчаянии, да, вот решительность в отчаянии. Окей. Давайте так посмотрим, как он видит ваше окружение, близкое вам окружение, как он вас воспринимает в близком окружении и как он видит именно ваше общение, да, с ним, способ коммуникации, насколько легко ему с вами коммуницировать. Ну, посмотрим все-таки и окружение, и коммуникации. Да. Ну, он чувствует, что вы как-то вот именно, знаете, если окружение посмотреть ваше, то он вас выделяет из вашего окружения. Вы вот все-таки не такой, не такая, как все, да, вот скульптура это что-то особенное. И вы действительно выделяетесь, вот то, что я первая карта сказал, да, есть некое выделение. Вы действительно отличаетесь от других. А с другой стороны, как он видит способ с вами общения, спілкування, да, он немножко побаивается все-таки вас. Вы вот какая-то или какой-то важный человек такой, и вот ваша вот эта важность, он немножко боится или она боится к вам подойти. Да, вот не знает, с какой стороны зайти. То есть коммуницировать ей с вами нелегко. Или начать. Почему? Потому что ваша вот эта вот необычность, диковатость, да, энергия какая-то такая, и где-то, может быть, вас считают немножко агрессивной, а может быть, с завышенной самооценкой. Ну, почему-то так. Скульптура ведь, да, вот скульптура. Стою, молчу. А как мне с ней заговорить? С какой стороны мне ей говорить? А где у нее уши, да? Ну, ты хоть бы пукнул для ориентира. Помните, как ежика, да, схватил там этот зверь и крутит его и не знает, как к нему подойти, да, как в его мир зайти. И говорит, ты давай вот как-то вот приоткройся мне. Да? Поэтому, ну, здесь, знаете, как будто бы он не видит ваших ушей, не понимает, как с вами коммуницировать. Пока что еще не знает, как, на каком языке с вами заговорить. Ну, может, вы действительно языков-то особо друг друга не сильно знаете еще, да, поэтому как-то так. Окей, смотрите, как он вас чувствует. Рак – это вот внутренний мир ваш, да, что он чувствует. Давайте посмотрим именно чувство к вам. Да, вот по раку посмотрим чувство. Что он чувствует к вам? Или как он воспринимает ваши чувства? Как он воспринимает ваши чувства, да, и вот так, взаимно можно посмотреть. А вот видите, он чувствует к вам, знаете что? Вот расчленение, реплантация. Он чувствует, что с вами он целее, ему с вами легко, да, вот как бы лучше, чем без вас. Ведь дом рака – это дом рекреации, дом сохранения, или дом батьківщины, да, родины, или дом, откуда вы выходите, да, или дом, который вам дорог. То есть, по сути, какие у него к вам чувства? Давайте я так вот хочу сказать, чтобы максимально, да. Вместе с вами он чувствует себя собой, да, то есть он как бы исцеляется все-таки. Я не знаю, каким образом вы на него так воздействуете. Может быть, энергетикой своей диковатой, да, какая-то, ну, у вас избыток энергии, да.
Вот, может быть, умеете привлечь к себе внимание, хотя он не всегда вас понимает и не может с вами заговорить, да, на том языке, на котором вы друг друга понимали. Но тем не менее, у вас пока что еще как бы есть карты, которые вас объединяют. Поэтому, а как он чувствует вас, ваши чувства к себе, да, то, ну, скорее всего, он чувствует, что вы к нему как бы пытаетесь найти с ним связи, да, вот нитки, да, вот связаться с ним как-то, да, то есть тоже подбираете каким-то образом к нему ключи, к этому человеку, да, ну вот так. Вот это вот дом льва, это можно сказать, ну все-таки давайте, это дом сексуальной энергии, да, подходите ли вы сексуально пока что, да, вот подходите ли вы сексуально друг к другу? Или совместимы ли ваши сексуальные энергии? Ну, по-разному бывают, да. Подходите ли вы? Ну, тут смотрите, здесь, во-первых, кто-то считает, да, или кто-то говорит неправду, или кто-то льстит, или себе, или кому-то. То есть здесь нужно тщательно разбираться и, знаете, как не одевать розовых очков, не фантазировать. То есть здесь непонятно еще. То есть у вас или не было этих отношений сексуального характера, или они были, но непонятны, или были недооценены, или были переоценены. Во всяком случае, сексуальное влечение и отношения сексуального характера в вашем случае, оно еще пока что не ясно, непонятно, не развито, не раскрыто. И давайте так, поживем, увидим. Вот просто сейчас пока оставьте этот вопрос. Будут еще нюансы. Ну, чумной доктор здесь с одной стороны, да. Ну, если что-то будет не так, будете корректировать, лечить, да, как говорится. Ну, а с другой стороны, может быть, он вам льстит, или она вам льстит, или вы льстите себе. Здесь уже сами разбирайтесь, да, кто кому льстит. Иногда вы сами себе льстите, да, может быть. А может быть, если что-то было, то, ну, все еще впереди по этой карте. Да, лицемерие, оно будет открываться, маски будут сниматься, какие-то моменты будут корректироваться, и, может быть, даже и сам формат поменяется, да, потому что в динамике этот момент тоже может быть. Но вот если вы смотрите этот дом с точки зрения не сексуальных отношений, а его первичных каких-то планов, то, что он говорил вам изначально, оно может поменяться. То есть то, что он обещает и то, что он делает, оно будет, его планы будут меняться, да. Даже можно вот так и назвать его планы, ну, расклад, да, его планы будут меняться по отношению к вам. Ну, в какую сторону посмотрим. Смотрите, дом Девы. Вообще это дом подчинения и работы, да. Давайте зададим вопрос, вот как он, ваш партнер, видит ваше подчинение ему, то есть чувствует ли он власть над вами, или чувствует ли он, что вы готовы ему подчиняться и ему служить именно. Вот именно в этом аспекте. Потому что Дева — это дом все-таки кармической отработки, службы, подчинения, работы и выполнения каких-то обязанностей. Да? Ну, не обязательно это там ваш начальник, да? А просто вот насколько вы, допустим, подходите в браке как муж или как жена. Да? Ну, здесь еще все непонятно, и иногда ему даже, видите, как тишина, боль какая-то тут есть и нож. То есть, нет, он пока что ломает голову, он не понимает, подойдете вы ему или нет. Иногда это его настораживает, иногда это его пугает. Но пугает просто даже не сколько пугает, сколько для него это не ясно. То есть, ему это нужно изучать, да, вот, изучать. Со временем, может быть, он поймет, может быть, так и не поймет. Да? То есть на здесь и сейчас этот вопрос не есть полностью ясным для вашего партнера. То есть
Может быть, сильно много слов, мало дела. У меня вот немножечко это простреливает. А может быть, наоборот, ваша молчаливая позиция, и все-таки больше вот вы еще не проговорили это все, поэтому, скорее всего, он не понимает. Да, и это ему не очень, может быть, нравится, потому что это в голове рана, да, нож все-таки в крови, да, то есть болезненное непонимание пока что. Ну, здесь еще и тишина, как бы. Я, может быть, даже еще так подскажу вам, а вы уже напишите. Может быть, пока что рано на эту тему вам и говорить. В принципе, с ним, да. То есть о семейном подчинении, ну, может, этот вопрос вообще не стоит вам и обсуждать. Ни на этом раскладе, ни с ним, ни с ней, да, вот так вот. И даже если что-то и непонятно, ну да и фиг с ним, помолчим пока что, да, оно как-то потом прояснится. Отставим этот вопрос можно на потом и этот. Ну, смотрите, дом союзов или дом весов, да, давайте сейчас мы с вами посмотрим, как он видит вас как партнера, да, вот именно как партнера, как партнершу, насколько вы надежны все-таки весы, насколько вы стабильны для него. Дурдом выпадает, но с другой стороны дом. Смотрите. Ну, в этой колоде дурдом есть сам дом. Да, дом вообще карта, ну, хорошая. Дурдом может быть наоборот. Я вам так скажу. Как он вас видит? Пока тоже никак особо не видит, потому что с одной стороны дурдом, а с другой дом. То есть ему трудно сейчас сказать, насколько вы подходите друг к другу как партнеры там, в браке или для каких-то конкретных целей. Да? Вот. Это здесь брак, а здесь какая-то конкретная цель. Да? И это может быть конкретный брак или конкретный союз. Да? То есть здесь нужно, ну, как бы не было еще прожито крайних точек позитивных и крайних точек негативных в ваших отношениях. Поэтому ему нужно вас видеть там за пределами работы или за пределами дома на работе, да, то есть вот и на улице, и внутри помещения. Ну, потенциал, в принципе, неплохой. То есть, ну, может быть, даже она хотела бы или хотел бы испробовать или испытать, да, с вами какие-то другие моменты. То есть вы его полностью не отталкиваете вот этой, давайте назовем, скульптурозностью, да, или, может быть, какой-то там монументальностью, да, есть у вас какое-то такое качество, может быть, сама фигура, да, или манера подавания себя, преподнести себя, да, или черты характера какие-то, которые в коммуникации вас еще пока не сильно там запускают, но, тем не менее, тянут и манят друг к другу объединиться. Ок. Хорошо, Скорпион, какая в вас есть темная как бы, ну, что его отталкивает, давайте так скажем, что его отталкивает, или что его больше всего напрягает, и вообще, что больше всего создает кризис в ваших отношениях. Тоже я бы сказал, что еще пока что об этом рано. То есть, по сути, вот вы в такой стадии отношений, где человек собирает о вас данные. Может быть какая-то идеализация у меня почему-то. Эликсир все-таки это средство исцеления прямо, да, вот волшебного исцеления. Эликсир это еще и лекарство какое-то. То есть, ну, может быть, он не может подобрать к вам какого-то ключа. Вот это может напрягает. Где-то какая-то чрезмерная закрытость все-таки. Закрытость, секретность, таинственность. Ну, для чего-то вам это нужно. Для чего-то он это не понимает. То есть, не есть самая плохая карта. Давайте так скажем. Он не может подобрать к вам ключи и где-то вас идеализирует или, может быть, видит, что вы человек, который, ну, перфектно или досконало, да, или совершенно что-то делает, да, то есть вы человек, который старается, и вот есть разные люди, да, есть вот такие как бы разболтанные, расхлябанные, разорванные в раздрайве, да, там, неаккуратные, а вы вот такой человек немножечко такой, ну, любите вот
перфектно виглядати, да, или хорошо пахнуть, да, хорошо выглядеть, да, там, хорошо себя подать, да, как-то, или речь свою поставить, да, вот, ну, вот это он замечает. Но давайте так скажем, это все равно закрытость и где-то идеализация, то есть где-то его раздражает то, что вы чрезмерно хорошо это делаете, да, а с другой стороны, ну, где-то ваша закрытость, да, все-таки отсутствие этой коммуникации и, может быть, даже и диковатость, потому что это уже симметричные дома идут, да, этот дом симметричен этому, этот этому, и эти две карты, они соседствуют, поэтому он, по сути, не может подобрать где-то или к вам ключ, а вы не можете подобрать этот сценарий или эликсир, который лечит раны, лечит души, то есть может быть, ваше умение и знание, и желание это умение и знание реализовать, давайте скажем, как можно лучше или идеально. Да? Вот вы можете говорить, что идеально подходит этот способ, да, или это лекарство. Или наоборот, он вам советует какое-то лекарство или способ, да, например, а вы его отталкиваете, этот способ. Ну, вот эти моменты могут вас бесить. Как у вас это бешенство проявляется, можете написать в комментарии. Следующий дом, дом Стрельца. Какие все-таки цели он может вот преследовать с вами, а вы с ним, да, вот на какие цели можно рассчитывать. Вот ваша скульптура на что может рассчитывать, а он на что может рассчитывать в вас или с вами, да. О, здесь ребенок. Ну, здесь, во-первых, вы можете на что-то новое рассчитывать с ним. Можете даже помечтать о ребенке, ну, если для вас это актуально. Можете помечтать о том, что он вас возьмет на ручки и будет, як кажуть, колысати, да, ну, как это там, колыхать, да, баюкать. Вот. Но он может хотеть еще и от вас ребенка, и может сделать вам ребенка, если это мужчина, смотрите, если вы действительно там в таком фертильном еще возрасте или способны, да. И тут малец есть, тут может быть еще и ребенок. Но, тем не менее, на что он рассчитывает? Ну, он рассчитывает на ваше где-то, на вашу честность, на вашу искренность. Ребенок это честность, искренность, но часто ребенок это еще и инфантильность, и неожиданность, и беззаботность, да. То есть, по сути, что он хочет от вас? Ребенка может хотеть, но и больше открытости какой-то, больше яркости. Смотрите, здесь вот ребенок во свету, да, а здесь прям эта скульптура, она темная, да, то есть, ну, как минимум, больше откровения, да, вот здесь вот все-таки больше откровения. То есть, его цель это более откровенный, чтобы вы сильнее открылись. Вам то же самое от него надо, то есть, по сути, это должно быть взаимно. Да, понимаете, это что же и ваша карта, тогда он зеркалит вам ребенком. Поэтому, ну, вам и ему честность друг с другом не помешает. Легкость друг с другом не помешает. Карты неплохие для налаживания отношений. И вот этот дурдом, он не так уж плох, если вам кажется, что сейчас прям кавардак и расчлененка, да, то в конечном итоге, какая бы ни была эта тяжелая история в центре, да, но вы будете вспоминать об этом со временем, ну, через годы, да, скажете, да, это еще было, еще и все классно, да, когда я вспоминала о нем или о ней. Поэтому как-то так. Ну, давайте теперь смотреть. Есть вот тут дом Козерога, и есть дом Рака. Вот это дом Рака реплантация, а это дом проявления высшей цели. Ну, не высшей цели, а высшего достижения. На что вы можете рассчитывать с ним, как в высшем проявлении целей. Вот, по сути, у вас в раскладе реплантация – это сближение, объединение и контроль над этим человеком где-то, он над вами, а вы над ним, да. Но такой контроль, где контроля не было, и тут он вдруг начинает появляться. Здесь как бы он вас видит, как будто бы вы заинтересованы в этом в том числе. И вот чего вы как партнер можете получить от этого всего, да.
Ну, здесь сближение может быть. Да, оно может быть не такое легкое, как вам кажется, потому что здесь глаз и око– это очевидность. То есть на что вы можете рассчитывать? На честность, искренность, и вам к этому и надо идти. Вот. На болезненное сближение, реплантация может быть болезненной, не без высших сил, и где-то может быть преодоление в конфликте каких-то недопониманий. То есть вы можете ему и себе открыть глаза на очевидные или нет очевидные таинственные вещи, которые могут помочь вашим отношениям и наоборот навредить этим отношениям. Смотрите, как будет проявляться загаданный человек, особенно если это мужчина. Аквариус – это понимание, движение и, Водолей, да, это мужской аспект и мужской контроль. Но, по сути, дом Водолея – это дом личности с проявления Творца, да, то есть мужское проявление. Как мужчина будет проявляться здесь? Может быть предателем, поэтому здесь нужно очень-очень аккуратно. Но это может еще и быть мужчина, который предан или на которого идут атаки некие, да, то есть смотрите, может ли здесь мужчина предать? Карта так и выпадает, предатель. Поэтому будьте осторожны и идите на контакт очень-очень аккуратно. Поэтому то, что вы не спешите открываться, вот здесь скульптура – это ваша главная карта. Не спешите открываться – это хорошо для вас. Поэтому склонен ли этот человек к предательству, еще нужно проверить. Да. С другой стороны, действительно здесь очень много ножей в центре. Да? 1, 2, 3, 4 ножа, да, иголка у вас всего одна, то есть как бы вы как партнерша пытаетесь, самотужки, да, это самостоятельно преодолеть какие-то проблемы. А вот, вот здесь непонятно, да, то ли это он будет бить вам в спину, это вы со своей короной, то ли это он как человек, которого предают, да. То есть, поэтому, смотрите, просто очень карта некомфортная в этой позиции. И было бы, допустим, хорошо, если бы сюда выпала там, давайте, вот эта карта, да. Чернила, например, да. Человек будет неспешный, да, будет там как-то себя запутанно вести, пытаться делать какие-то знаки и так далее, да, но она же не выпала. Поэтому человек мужчина или же особенно мужчина может себя вести как человек, которому наносят постоянно раны и таким образом расчленяют ваши отношения. А с другой стороны, он действительно может и лицемерить, тут это лицемерие оно есть, и может что-то, какие-то свои моменты, да, в отношениях носить, о которых он может и не говорить сейчас, прямо сейчас, да, вот потом выяснится, что он хочет одного, а вы хотели совершенно другого, и вы друг друга не поняли. Вот это вот тут может быть, имейте просто это в виду, потому что дурдом, да, это у одного одно в голове, да, а у другого совершенно другое, понимаете. Ну и что ж, вот тайны его, суть, да, все-таки планы могут поменяться его. И вот давайте смотреть все-таки дом рыб, что поменяется, да, что изменится, как он будет проявляться по отношению к вам в формате тех планов, что были, и тех, что есть, да, то, что он обещал, и что поменяется. Вот они, чернила. Смотрите, все-таки выпала эта карта, он будет дальше вас изучать. Но то, что он не торопится, это говорит о том, что и вам торопиться не нужно. Здесь много очень загадок. Смотрите, Луна есть. Вот, уже есть некие откровения. Но все-таки темных сил вокруг вас много. Видите, они есть. Защищаться вам нужно. Да, вам, может быть, там надо пентаграммку на шею нарисовать или на ручку, или какой-то гальдрамюнт нанести, да, вот. Но очевидно, видите, глазки есть у нас, и глаза аспекты есть, что оно дело движется, да, в самую темную фазу какую-то, да, и у нас, получается, скоро будет прозрение, а прозрение подкрадется сзади, это задняя часть, тыльная часть, видите, поэтому смотрите, как поменяются его планы? Он будет постепенно вас подводить
к чему-то неочевидному. Поэтому его планы для вас не будут открытыми до самого конца, пока не выйдет наружу какие-то факторы, которые вы пока не можете предвидеть и предусмотреть. Поэтому вот если сделать резюме на расклад, как поменяются его планы? Они поменяются незаметно. И в этих отношениях нужна ваша бдительность, расторопность, внимание и неусыпность. Может быть, поэтому вы плохо спите сейчас, да, потому что пытаетесь разобраться и кружитесь в потоке этой вот такой вот расчлененки событий, где многие аспекты и моменты влияют на вас. Поэтому что он будет делать? Он будет обещать, он будет темнить ваш партнер. Он будет вам делать знаки, намеки, но конкретного чего-то предлагать вам пока не будет. И весь расклад сводится к тому, что вам нужно как можно дольше наблюдать, слушать, присматриваться, прислушиваться и не делать резких движений сейчас пока что. Вот. Но здесь и сейчас какая бы резкая карта не была внутри, а внутри вообще просто вот так пропеллер, да, вот, события вот так. Вам нельзя как бы принимать кручение в этих событиях. Вам нужно как бы со стороны наблюдать и не ввязываться в толпу. Оставаться самим собой, самой собой, наблюдать за ситуацией и присматриваться, прислушиваться к этому партнеру. И со временем вы будете замечать все больше и больше знаков, все больше и больше будете понимать его и найдете тот самый знак или тот самый ключик на его теле или из его слов, или из его одежды, или из его мимики, там, попики и писики, да, условно. Вы поймете его, расшифруете, то есть его нужно вам прочитать, а он будет вам давать возможность это прочитывать. Поэтому чем медленнее вы здесь делаете, растете, чем лучше вы терпите, чем больше вы себя показываете, но молчите, чем сильнее вы, увереннее вы плетете и сшиваете эти отношения нитями своей судьбы, тем более выгодную позицию и лучший результат в конечном итоге вы можете получить. И наименее опасный удар со спины, да, или наиболее безопасный удар, или если и получите удар, то в наиболее защищенном состоянии для себя, или этот, может быть, удар будет вообще вы сможете избежать его, и мало того, что избежать, еще и предотвратить удар не только по себе, но и по своему партнеру, мужчине или женщине. Искренне желаю вам разобраться вот в этом расчленении, собрать себя в кучу, найти внимательность и силу, найти ту нитку и иголку, которую вы сможете стянуть ваши отношения в единое целое и соткать или создать ту самую свою паутину судьбы, в которой вы сможете, возможно, содействовать вашему партнеру не потерять сферу вашего влияния. Почему-то у меня вот на этой нотке хочется пожелать вам успеха в любви и отношениях в ближайшем будущем с загаданным человеком. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.